Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 7-я и 8-я серия Легенды о Героях Галактики. Но прежде чем начать просмотр, я хочу сердечно поблагодарить одного из своих подписчиков, Мэтт Хаттер 4002, за то, что он дал мне наводку на очень-очень-очень классную озвучку от ребят India Dub, которые просто суперски озвучили данный тайтл. Так что все вместе мы продолжим смотреть уже данный сериал с их озвучкой. Ну, погнали! Легенда о Героях Галактики. Эпизод 7. Изерлон захвачен. Стратегически важная база имперских сил. Неприступная крепость Изерлон. Да, мы это помним. Сможет ли ее захватить половинный флот? План Яна начал действовать. Классная озвучка, к слову. План Яна начал действовать. Ну, погнали. Трояна мы запустили. Посмотрим, чем это все обернется. Ужасные повреждения. Что же с ними случилось? Бомбили. Так, вот это наши ребята Розентрейтеры. Посмотрим. Я капитан 3-го ранга Рахкен. Ну, это Шенков. Чрезвычайная ситуация. Это Шенков. Мне нужно срочно встретиться с командующим крепости. Классная озвучка. Командир, пожалуйста, держитесь. Я лейтенант Тайн из отдела безопасности. Что тут происходит? Сюда направляется вражеский флот. Они Каспер хотят Линк. нейтрализовать Линк. крепость. Кажется. И, вероятно, захватить коридор с одного удара. Что? Детали знает только наш командир. Это секретная Какие информация. сволочи. Если я срочно не проинформирую его превосходительство, Командир! мне уже не помочь. Быстрее к его превосходительству. Командир, чего вы ждете? Командующему его, скорее! Слушаюсь. Сволочь. Шенков вообще офигенный. Так, командный центр. Ситуация по-прежнему неизвестна. Глушение что, хаос? наших каналов связи усиливается. Должно быть противник близко. Мы не знаем этого наверняка. Связь со стационарным флотом еще не восстановлена. Никак нет. Прямо в сердце. Чертов Зект, где ты шляешься? Точно? Неважно, ко мне его быстро. Слушаюсь. Прямо к командующему отведут. Все. Гиперион. Похоже, полковнику Щенкопфу удалось проникнуть внутрь. Кажется, пока все идет по плану. Короче, сидит. Если это так, тогда сейчас вражеский флот заметит, что... Что? Что заметит? Что? Что? Это была приманка? Как я и думал. Ну этот до всего допер. Да и половина там всех до этого доперли. Даже если противник все поймет, им понадобится около 2 часов, чтобы вернуться. Нам нужно 1,5 часа, чтобы все корабли успели войти в шлюзы. Значит, если в течение 30 минут проход не будет открыт, нас атакуют с 2 сторон. Всего полчаса? Ох. Ну, тогда начнем. Ты что? Противник обнаружен. Так они все же были там. Капитан 3-го ранга Ракхен доставлен. Постойте. Покажите ваши идентификационные карты. На это нет времени. На счету каждая секунда. Вот сейчас начнется. Но... Противник выполняет странные маневры. Что? Они остановились на границе поражения главного орудия и передвигаются из стороны в сторону. Что такое? Танцуют туда-сюда, туда-сюда. Это началось. Они над ними издеваются. Не имеет значения, везите его сюда. Слушаюсь. А Каспер молодец. Молодец. Выглядит как хорошая тренировка для флота. Но есть ли у этих действий какая-либо цель? Ну, никакой особой цели тут нет. Да. Ага. Я Штокхаузен. Объясни, почему они так странно себя ведут. Сейчас тебя возьмут в Как плен. они собираются нейтрализовать крепость? Они... Ты попал, мужик. Все. Они сделают вот так, ваше превосходительство. Не двигаться. Если шевельнетесь, ваш командующий умрет. Ублюдки, вы шпионы мятежников.
Полковник Вальтер фон Шонкопф из полка Розенриттеров к вашим услугам. Очень рад нашей встрече, но, к сожалению, обе мои руки заняты. И я не могу поприветствовать вас как подобает. Да. Шутить вздумал? Собираетесь использовать заложника, но вам не повезло. Его превосходительство страшится позора больше, чем смерти. Уверен? Он не позволит прикрываться собой как щитом. Вы переоцениваете его превосходительство. Что? Что слышал? Остановись! Ваше превосходительство? Трусливая сволочь. Я сдаюсь. Вы победили. Но... Ваше превосходительство! Это приказ. Бросьте оружие. Да. Отлично. Связать их. Обидно. Очень. Уже скоро, но... Ну открывайте, открывайте. Что ты делаешь? Это что? А, видимо, это... Да, режим тревоги, все, что они под атакой, что враг внутри, все, они там врубили. Ну, короче, им надо сейчас забаррикадироваться в центре. Они сейчас забаррикадируются в центре и будут... А они могут управлять Изерлоном из центра, а? Что такое? Куда не пойдешь, все закрыто. Разве такое должно происходить при вылете этого дурацкого станционного флота? Думай. Что, черт возьми, происходит? Учение! Держу пари, это учение. Классно, когда показывают о таких... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нет, И что теперь будете делать? Функционирование крепости полностью заморожено. Но это действительно похоже на безвыходную ситуацию. Кстати, твои товарищи тоже не могут сдвинуться с места. Но и вы полностью изолированы. А пока мы ждем, стационарный флот возвращается назад. Скоро мы поменяемся местами. Прежде чем это произойдет, мы захватим контроль над центральным компьютером. Полковник, Не волнуйтесь, в тамошнем гарнизоне всего лишь чуть больше 50 человек. Чуть больше? подумаешь, большое дело, да мы их всех. слишком долго. Мы добрались так близко, и нас до сих пор не атаковали. Поэтому не думаю, что операция окончилась провалом. Надо еще немного подождать. Но вражеский флот находится на пути сюда. До тех пор, пока крепость не начнет атаковать, наше дело ждать. Но это не гарантирует нашей безопасности. 10 тысяч к одному, что Шонкопф предал нас или провалил задание. Мы можем угодить прямо в ловушку. Я верю в Шонкопфа. Успех этой операции полностью зависит от него. Ну что? Поэтому я буду верить в него до Ну последнего. что делать? У нас выбор есть, что ли? В конце концов пригодилось. Не зря я мучился лежа на этих жестких штуковинах. В порядке ли все снаружи? В пространстве возле крепости ведь не осталось вражеских сил. Как-то мне не по себе. Огневая мощь крепости была заблокирована. И даже если вражеский флот в 2 раза больше нашего, Ян Вен Ли придумает что-нибудь, чтобы разбить их. Короче, пусть каждый выполняет Графа Лоенграмма ведь здесь нет. свою работу. А мы просто сделаем все, что сможем. Вы двое оставайтесь здесь и попробуйте восстановить связь. Слушаемся! Вперед! Это противник уже? Ваше превосходительство, мы получили сообщение от вражеского флота. Что? Читайте. Да, оно гласит: крепость Изерлон уже захвачена. Если вы добровольно сложите оружие, никто не пострадает. Если же нет, то вы хорошо знаете всю мощь молота Тора. Это все. Как же обидно, да? Это очень обидно, да? Ой, это реально обидно. Черт побери, всем кораблям заглушить двигатели. Ваше превосходительство, при таких обстоятельствах нам следует атаковать. Что? Вы говорите, что мы должны войти в область поражения главного Не орудия? совсем. Маневры противника необычные. Возможно, крепость еще держится. Если это так, тогда почему они не атакуют? Верно. Но если противник уже захватил крепость, почему они тогда не устроили засаду и не уничтожили нас одним выстрелом из главного орудия? Короче, он попадет к Лоенграмму. Вот он. Противник, которого мы сейчас видим, вдвое слабее нас. Если атаковать их, пока крепость еще держится, я думаю, мы сможем легко их уничтожить. Кроме того, Достаточно. Умный. Мы останемся за пределами области поражения главного орудия и будем наблюдать. ваше превосходительство, Численность вражеского флота, как вы говорили, очень мала. Но не слишком ли? Судя по предыдущим атакам, возможно, мы находимся между 2 флотами. И в этом случае, думаю, можно полагать, что крепость действительно уже захвачена. Ну, блин.
Он тоже в каком-то смысле прав. Есть логика в его словах на самом деле. Нам наверх, не так ли? А, они должны захватить. Так, они должны им открыть ворота. Че это напоминает, это 4-й эпизод Звездных войн, да? В крепости по-прежнему никакого движения. Пока ничего. Я слышал, что в давние времена о такой ситуации говорили между молотом и наковальней. Неважно, как мы поступим, силы слишком неравны. Уж очень нас прижали к этой самой наковальне. Мы пытаемся взять их на испуг, но это же чистой воды блеф. Если они его разгадают, нам конец. Еще и в спину получим. Не хочу об этом думать, мой желудок бунтует. А этот, смотрите, как кремень, даже чая не пьет, между прочим. Да он нервничает, между прочим, но он обязан себя держать перед людьми. Конечно, он нервничает. Капец. Мама. Здрасте. Привет. Ладно, Привет. это было реально круто. Вот честно, это было прикольно. Что тут такое? Без понятия. Ладно, это было реально красиво. Вот очень... Я опасаюсь, что нам придется познать всю мощь молота Тора. Противник и рассчитывает на наш страх перед ним. Хочешь сказать, что я трушу? Что там происходит? Какая-то тревога, но... Наверное, опять учение. Ну, во всяком случае, пока мы в крепости, нам ничего не грозит. Ага. Они уже тут. Давайте, ребята. Граната пошла. Что такое? Это... Ах вы... Стой! Зефир частицы! Ох. Ну все. Потихонечку они приближаются к цели, ребята. Давайте. Это что, те самые 50 человек? Полковник, Тихо. что происходит? Вот они. Кто тут? Это... Они воспользовались зефир-частицами. Не стрелять! Круто. Какой разумный парень. Кто вы такие? Мятежники? Вражеский ударный отряд. Что? Приготовиться к рукопашной! Поздно. Короче. Красавцы. Рассредоточиться! Не дайте ему уйти! Многовато, конечно, крови, но... Блин, от ударов топора там еще не такое должно быть. Да... Как он круто обошел специально, чтобы во время поворота его не ударили. Блин, это очень грамотно придумано. С дороги! Черт, представляете, топоры, топор на топор, топоры. Мочилово жесткое. Короче, я понял, в чем сила Шенкопфа. Это очень сильный боец ближнего боя, и всех ребят он готовит 100% так. А зефиры частицы он запустил, чтобы там при выстреле, если что. Вот! Ваш командир мертв! Мы Розенриттеры. И вы нам не ровни. По-любому. Розенриттеры. Бросайте оружие и сдавайтесь. Видимо, они капец как много слышали уже. Видимо, там они их боятся до смерти. Появились! Что? Сигнальные маяки! Они отмечают путь к шлюзам! Получилось. Да, мы сегодня не умрем, значит. Поздравляю вас, командующий! Нет, еще рано. Да, рановато. Но уже... Выпущены шлюзовые маяки! Что? Вражеские корабли входят в шлюзы! Капец. Что происходит? Обидно, капец. В любом случае, теперь уже слишком поздно. А вот теперь... Молот Тора. Во всей своей красе. У создания против собственных создателей сейчас. Да. Красивая шахматная партия. Вот она, значит, какая крепость Изерлон. Представляете, они 4 раза пытались его взять. Или сколько раз? Я помню 4. И так... Не хочу материться, извиняюсь. Но, пожалуйста. Ян смог. Они заходят в порт. Отлично. Нельзя упустить такой шанс. Полный вперед. Ваше превосходительство. Опять вы? Да. Что на этот раз? Сваливаем. Это ловушка. Нельзя спешить.
Разве не вы только что говорили, что нам следует атаковать? Обстоятельства. Ситуация изменилась. Теперь уже ничего нельзя сделать. Вы что, не понимаете? Если крепость попала во вражеские руки, то мы не сможем вернуться домой с таким позором. Как минимум мы должны дать им хороший бой. Полномасштабную атаку на крепость. Но в таком случае... Молчать! Прочь отсюда! Спорим, он сейчас сядет в шлюпку и свалит. Ладно, хорошо. Я помнил, что он сядет в шлюпку и свалит. И правильно сделает. На кой черт умирать? Бессмысленно. Командующий, вражеский флот начал наступление. Да уж, это было опасно. Вот глупцы. Сейчас уже слишком поздно. Воспользуемся главным орудием. Они могут уничтожить наши корабли, которые еще не вошли в крепость. Не хотелось бы его использовать, но... Миролюбивый человек, ну не хочет устраивать геноцид бессмысленный. Но если один раз использовать, то хотя бы может быть... Да, вы кажется, тот сваливает, да. Ну, давай, Молот Тора заряжен и готов к выстрелу. Цель захвачена! давай, шмаляй. Огонь! Мне кажется, ему сейчас капец как неприятно это делать. Это молот Тора. Множество наших кораблей уничтожено. Господи, он дыру целую в целом флоте. Больше 1000 вражеских кораблей уничтожено в одно мгновение. Всего одним выстрелом! Невероятная мощь. Командующий, такое уже нельзя назвать войной. Нет. Это просто бойня. Да, это тупо Вы абсолютно правы. избиение. Не будем творить такое же зло, как имперцы. Еще раз предложите им сдаться. А если откажутся, пускай тогда убираются восвояси. Убираются? Да. Предложи противнику убраться восвояси? Есть возражения? Нет, просто... Мы надеялись на славную битву под вашим командованием. Мы взяли... А это... Адмирал Зект, сообщение из крепости Изерлон. Они снова предлагают нам сдаться. Капитулировать? Да. Тут также говорится, дальнейшее кровопролитие бессмысленно. Если вы не желаете сдаваться, тогда уходите. Преследовать мы вас не будем. Черт побери. Да они издеваются. Чтобы я сдался какой-то горстке мятежников? Или дезертировал с поста? Я не верю, что этих мерзавцев так заботят наши жизни. Всем кораблям. Атаковать крепость. Получен ответ от имперского флота. Вам не понять сердце истинного солдата. Наш кодекс не позволит нам жить в бесчестье. Умереть сражаясь, таков наш долг. Вот сейчас и Поэтому, во имя славы Императора, все корабли будут сражаться и погибнут с честью. Вот сейчас и получишь. Сердце солдата? Благодаря таким ублюдкам эта война никогда не закончится. Вражеский флот приближается. Можете определить местонахождение вражеского флагмана? Да, можем, но... Сконцентрировать всю огневую мощь на вражеском флагмане. Это будет последний выстрел. Представляете, вот я впервые Яна увидел в таком гневном состоянии. Обычно он жестко спокойный, сосредоточен. Цель захвачена! Огонь! Расслаблен. Вот видите, а? Вот такие люди ему вот... Да здравствует империя! Да, здравствует. Пусть космос пух. Вражеский флагман уничтожен. Глупец. Только оставшись в живых, можно отомстить. Во! О, это правда. Это правда. Вражеский флот отступает, смешав ряды. Не осталось никого, кто хочет умереть. Ну а то. Старший лейтенант, свяжитесь с Хайнессоном. Скажите им, что приказ выполнен. Не охренеют. 796 год космической эры, 14 мая. С 7-й попытки Седьмой. Союз свободных планет смог захватить крепость Изерлон. Извиняйте, не 4 раза, а 6 раз пытались взять. С 7-й попытки, между прочим. Очень символичный момент. 6 это плохое число, 7 счастливое число. Возможно, здесь это имеет какую-то подоплеку. О, прилетели. По возвращении 13-й флот был встречен бурей А аванс. то, слушай. Люди превозносили Яна, который не потерял ни единого солдата. Они называли его чудотворец Ян и волшебник Ян. Да, и сейчас ему ждут проблемы, большие проблемы. Представляете, какие проблемы? В отставку?
Хотите все бросить? Да. Да. Мне кажется, что вам еще очень рано уходить со службы. Началось. А я и не ухожу, а просто возвращаюсь к своей первой профессии. Ведь по натуре-то я не солдат. Наши вооруженные силы нуждаются в ваших полководческих А талантах. то. Кроме того, что же тогда случится с вашим 13-м флотом? 13-м А флотом? что случится? Они называли 13-й флот кашей из ветеранов и новичков. О, Что с ними станет без вас? а что станет? Передадут к другим? Меня расформируют. И чё? Чё, ответственность, да? Командующий Ян! Мы хотим служить под началом того, кем действительно восхищаемся. Пожалуйста, не уходите, адмирал Ян. Да. А кто ему дает уйти? Его никто не отпускает. Что сказал адмирал флота Ситули? Хрен тебе, а не отставка, вот что. Так я и думал. Я тоже с ним согласен. Ну, Думаю, что проживу долгую жизнь, если буду служить под вашим командованием. ну как сказал. Шенков-то вояка до мозга костей, и он этому очень рад. Падение Изерлонской крепости Да, изменило шаткое равновесие между силами Империи, Союза и он Феззана. очень расстроен. Каковы будут последствия? В тот момент об этом никто и не догадывался. Короче, очень большие. Продолжение следует. Озвучено проектом IndieDub. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, а также телеграм-канал, чтобы не пропустить ни одной серии. Да, ребята, ну, что могу сказать? Великолепная серия, но больше всего понравилась концовка. Итак, еще раз большое спасибо Headhunter 4002. Большое тебе спасибо. И ребята из Индии. Итак, еще раз большое спасибо Headhunter 4002 и IndieDub за великолепный продукт, который создали. Я очень сильно насладился, я уверен, и очень многие насладятся, и мы до этого тоже насладились. Ну что ж, наконец-то Изерлон захвачен с 7-й попытки. Да, это было, мягко говоря. Вы представляете, а? Сколько людей погибло? Вот сколько людей погибло, я просто вот сейчас уму непостижимо из-за этого молота Тора. Вы представляете, какое оружие, а? И уничтожает корабли направо и налево. Это просто в полноценном флоте пробило вот такую дырку пробило. Еще 3 выстрела и все, флота нет. Мне очень понравились розенритеры, как они действуют, розенритеры, кажется правильно. Как они действовали, как Шенков действовал. Подумаешь, да их всего 50 будет, мы справимся. Это, знаете что, розенритеры это такое, как бы сказать, это олицетворение такого рыцарского романтизма. Если вот, например, кто читал «Три мушкетера» или кто смотрел «Три мушкетера», бога ради. Помните момент, вот кажется во всех экранизациях есть момент, когда Д'Артаньян вызвал своих будущих друзей Атоса, Портоса, Арамиса на дуэль и такой: их много, а нас 3. Нас 4! Вот что-то в этом роде, вот понимаете, да? Вот что-то в этом роде. Вот такого рыцарского и при этом романтического, да, но при этом крови направо и налево, будь здоров. Также этот момент, романтический момент розенритеров показывает. Вот помните, когда тот бедный парень упал, я уже подумал: твою мать. Ему реально хана, учитывая концепцию этого аниме, да, тут реально можно ожидать смерти любого персонажа. А он так повесился, и девушка: здравствуйте. Такой, знаете, ехидно, романтично такой, эх. И потом, все, познакомились с девушкой, и давай погнали назад. Это было реально очень красиво, очень мило, показывающий дух, и характер и такую эмоциональную составляющую самого этого отряда. И Шенков. Было очень красиво, очень здорово. Мне очень понравилось. Вот прямо такое, добавили маленькую вишенку на тортике в их момент. По поводу Яна. Ян обычно, как все мы успели уже заметить, Ян обычно спокойный. Ян обычно временами рассеянный. Очень сосредоточенный.
иногда. Причем его спокойствие и сосредоточенность иногда невозможно различить. Но вот видите, впервые проявление ярких эмоций мы наблюдаем, когда он получил сообщение от вражеского командира, что будет сражаться до конца. Вот видите, для него дорога каждая жизнь. Он пользуется уловками, пользуется очень грамотными ходами, временами вообще не военными. Только ради того, чтобы сохранить людей. Неважно, с какой стороны. Он даже им сказал, не надо сдаваться. Не надо сдаваться. Если хотите, если сдаваться не желаете, то поворачивайте и сваливайте. Если честно, с военной точки зрения, это большая ошибка. Большая ошибка. Надо было как минимум их всех добить к черту. Или взять в плен. Я серьезно. С военной точки зрения было бы правильно. Вы отпустили потенциальных врагов, технику, между прочим, отпустили. Которые сейчас, исполненные ненависти, вернутся и воевать до конца. Продолжат воевать до конца. Ну что поделать, человек миролюбивый. Интересно, Лоинграм как поступил бы на его месте? Бог его знает. И в финальный момент ему не дали уйти в отставку. А как ему дадут уйти в отставку? Нифига ему не дадут. Это, мне кажется, единственный генерал, который может хоть что-то делать. Хоть что-то. Ну, скорее всего, там есть очень грамотные командиры. И нам просто их пока еще не показали. Я вот помню, там в будущем будут такие яркие личности, ветераны мощные. Но, знаете, с 7-й попытки с половинным флотом без единого выстрела взять крепость, которая 6 раз не поддавалась, дорогого стоит. Так что уж извините, человек распиаренный, человек очень популярный. Человек, ясное дело, командование сейчас будет пользоваться его этим образом, потому что это теперь уже не простая личность, это теперь медиа-личность. Это теперь символ всех и вся. Теперь люди за него просто горой встанут, за ним пойдут люди и будут подчиняться беспрекословно всем ему приказам. Ян теперь для них бог, чудотворец Ян. Все, теперь он Ян чудотворец. Вы думаете, с такой легендарной личностью, да любой захочет пойти в бой. Это очень сильная моральная поддержка для любого солдата. Идти под командованием такого человека. И учитывая, что будет дальше, я думаю, это, его, если честно, как мне кажется, ждут большие проблемы. Там, помните, что произошло в прошлый раз? А? Что случилось в прошлый раз? Сейчас, мне кажется, там очень сильные подковерные игры начнутся в республике. Очень сильные подковерные игры. Не дай бог, с ним что-то случится. Представляете, получить пулю от своих? Это было бы очень обидно. Что ж, это была 7-я серия, переходим к 8-й серии. Легенда о героях галактики. Эпизод 8. Холодные, ясные электронные глаза. Люди, которые покинули Землю и отправились бороздить просторы космоса, в 2801 году от Рождества Христова основали Галактическую Федерацию. Этот год стал первым годом космической эры. Так начался Золотой век, эпоха процветания и интенсивного развития человечества. В 296 году космической эры Рудольф фон Гольденбаум, молодой герой Федерации, встал на стезю политики. Обладая прирожденными лидерскими качествами, он занял важное положение в парламенте Федерации. Затем, в 310 году, Рудольф, занимая одновременно должности премьер-министра и президента, основал Галактическую империю и объявил себя императором. Старое летоисчисление было упразднено, и его сменил имперский календарь. Правление Рудольфа превратилось в тиранию. Уничтожая и подавляя любое инакомыслие, он правил при помощи страха. В 164 году по имперскому календарю молодой лидер Аар Хайнессен бежал из империи, возглавив преданную ему группу республиканцев. Преодолев опасные просторы галактики, они достигли созвездия Стрельца, где основали Союз свободных планет и возродили старое летоисчисление. В 640 году космической эры, 331 году по имперскому календарю, состоялся первый контакт между Галактической империей и Союзом свободных планет. И в течение последующих 150 лет между ними продолжается война. Когда империя построила крепость в Эзерлонском коридоре,
Единственным на тот момент навигационным пути между Империей и Союзом, эта точка и стала основным местом кровопролитных боев. И теперь силы Союза под командованием Яна Вен Ли смогли захватить Изерлондскую крепость. Да. Слушайте, как классно, что нам еще параллельно объяснили всю ситуацию. Вообще, как создалась империя и кто такие эти люди Союза. Во. Зафиксирован второй выстрел из молота Тора. Похоже, флагманский корабль его превосходительства Зекта уничтожен. Остальные корабли покидают поле битвы. Изерлондская крепость пала. Это... Успокойтесь. Мы сможем вернуть ее в любой момент. Да? Главное — найти того, кто сможет это сделать. О, кажется, он нашел. Изерлонд захвачен? Да. Не могу поверить. Должно быть, тут какая-то ошибка. Нет. Изерлондская крепость ведь считалась неприступной. Эти идиоты! Чем они там занимались? Херней страдали. 3 верховных главнокомандующих империи, министр обороны, начальник генерального штаба и главнокомандующий имперским флотом через статс-секретаря Лихтенлада доложили о ситуации императору Фридриху IV. Территория Галактической Империи должна быть неприступна от любого вторжения Да, извне. вроде должна быть. В этой ситуации повинны лишь ваши скромные подданные. Ага. Нам нет прощения. Странная дискуссия, не так ли? Мы никак не можем допустить вторжения иностранных захватчиков на нашу территорию. Но с каких пор Союз стал иностранным захватчиком? Разве они не были всегда просто группой мятежников на границе Империи? Ваше превосходительство, вы так прямолинейны? Этих глупцов заботит только внешняя сторона дела, а не реальность, поэтому так все и вышло. Вы хотите сказать, что адмиралы Зект и Штокхаузен были разбиты из-за этого? Да? Именно. В любом случае, Изерлонд пал, и с этим мы уже ничего не сможем поделать. Скоро я выдам вам новые задания. Готовьте свои силы. Все, короче, все. Слушайте. За него теперь... Все свободны. Он обязан вернуть теперь. Все свободны. Тебя что-то беспокоит? Ты недоволен их работой? Я выбираю своих командиров за их мужество и стратегические способности. Однако, У тебя нет советника. заметил? Я могу чем-нибудь помочь? Нет. Я хочу, чтобы ты принял командование над несколькими флотами в качестве генерал-адъютанта. У меня не хватает времени, чтобы подобрать советника. Кроме того, ничего, забудь. Эти Зект и Штокхаузен, чем они там занимались? Вот почему в Изерлондской крепости должен был быть один командующий. Даже если бы мы так и сделали, уже слишком поздно. А сейчас кто возьмет на себя ответственность? Раз Зект погиб, а Штокхаузен попал в плен, то возложить всю вину на них не получится. Кстати, об ответственных. Оберштайн, штабной офицер Зекта, вернулся, невзирая на позорное поражение. Первым делом мы заставим его подать в отставку. Это, конечно, хорошо, но даже так, нам тоже не избежать прошения об отставке. Вот сволочи, а. Ну, карьеристы. Ну что поделать? Ваше превосходительство, капитан первого ранга Оберштайн просит аудиенции. Эберштайн? Тот человек, что был на церемонии награждения. А, этот Эберштайн. Чего он хочет? Из всех офицеров штаба Изерлона только он вернулся живым. Видимо, это и есть причина, по которой он здесь. Передать ему отказ? Нет. Во всяком случае, впусти его. Слушаюсь. Впустить капитана первого ранга Оберштайна. Эберштайн? Что за дела привели вас ко мне? Ну, Прежде всего, я прошу позволения поговорить с вами с глаза на глаз. Здесь нет никого, кроме нас троих. Да, вице-адмирал Кирхайс здесь. Именно поэтому я и прошу позволения поговорить с вами ты наедине. охренел? Вице-адмирал Кирхайс. Все равно, что я сам. Вы не знали об этом? Я в курсе. Значит, то, о чем вы хотите поговорить, не предназначено для ушей Кирхайса. Но какая разница, если я все равно потом расскажу ему? Вы, конечно, вправе сделать это, ваше превосходительство. Но если ваше превосходительство хочет добиться многого, то тогда, я полагаю, вам потребуется много людей с различными талантами. Кто-то, назовем его, будет делать одно, а для кого-то иного, допустим, Б, тоже найдется подходящее дело. Ваше превосходительство, возможно, мне лучше подождать в соседней комнате?
Хорошо. А то это долгий разговор получится. Я все понял, что он предлагает. Этот гнида станет таким серым кардиналом. Ну? По правде говоря, ваше превосходительство, сейчас я нахожусь в весьма сложном Да положении. еще как. Думаю, вы уже слышали. Вы сбежали из Изерлонской крепости. При таком раскладе вам грозит военный трибунал. Адмирал Зект геройски погиб. Геройский. Теперь для большинства окружающих я не более чем трусливый дезертир. Как бы то ни было, ваше превосходительство, мне есть что сказать. Я просил бы вас выслушать меня. Ну давай. К чему все это? Оправдываться вы должны не передо мной, а перед военным трибуналом. Вы были советником командующего. Исправлять его ошибки, разве не такова была ваша обязанность? Однако в первую очередь вы озаботились собственной безопасностью. Один этот факт сведет на нет все ваши попытки оправдания. Вы ошибаетесь. Я единственный уцелевший офицер из стационарного флота из Орлона. Меня осудят лишь за то, что я выжил. Хью. Как вы можете видеть, оба моих глаза искусственные. Калека, как я, не имеет права на существование. Если бы я жил во времена императора Рудольфа, то от меня бы сразу избавились. Понимаете? Я ненавижу их. Императора Рудольфа, его потомков и все то, что они сделали. Какая смелая речь. Галактическая империя? Нет. Династия Гольденбаумов должна исчезнуть. Если бы я мог, то уничтожил бы ее собственными руками. Хрена себе. Но у меня недостаточно сил. Все, что я смогу сделать, это помочь в выдвижении нового лидера. Вашего превосходительства, адмирала флота, графа Райнхарда фон Лоенграмма. Вы осознаете, что именно говорите? Абсолютно. Сколько раз мне нужно повторить? Династия Гольденбаумов должна исчезнуть. Тогда не будет никого, кроме вас, кто сможет построить новую империю. Нифига себе. Кирхайс, Арестовать его. арестуй капитана первого ранга Аберштайна по обвинению в государственной измене. Для солдата империи такой поступок непростителен. Значит, и вы тоже такой же. Хорошо. Вице-адмирал Кирхайс, исполняйте свой долг. И поступите со мной, как подобает. Вице-адмирал Кирхайс, вы выстрелите в меня? Как вы можете видеть, я без оружия. Вы сможете нажать на курок? Сволочь. Ставлю на то, что нет. Не такой вы человек. Поэтому вы не сможете помочь его превосходительству в будущих делах. Тень всегда следует за светом. Тень. Однако, юный граф Лоенграмм еще не осознал этого. Кирхайс. Вы прямолинейный человек. Да, и это его погубит. Благодарю вас. Без сомнения, адмирал Зект ненавидел вас эту черту характера. Адмирал не был человеком, способным вселять преданность в сердца своих подчиненных. Хорошо. И я выкуплю вашу голову у аристократов. А смотрите. Зигу не понравилось. Все вы не уклоняетесь от ответственности и отказываетесь от своих постов. Это заслуживает похвалы. Однако, если 3 верховных поста освободятся одновременно, как минимум одно из них достанется графу Лоенграмму. Его положение упрочнится, что будет для него весьма выгодно. Мы не подумали об этом. Но мы, как-никак, солдаты. Меня оскорбляет то, что кто-то может счесть, будто мы цепляемся за свои должности. Сволочи. Пожалуйста, примите их. Ясно. Если вы так настаиваете, то у меня нет выбора. Во всяком случае, я сообщу его величеству. Я полагаю, нельзя удерживать тех, кто сам просит об отставке. Но... Вызовите графа Лоенграмма. Какой пост вы желали бы занять?
Даже если не учитывать заслуги командующих перед Империей, я не могу сместить кого-то с его должности. Лицемерная. Только Зект и Штокхаузен повинны в потере Изерлонской крепости. К тому же адмирал Зект заплатил за свою ошибку жизнью, а другой попал во вражеский плен. Не думаю, что нужно возлагать вину на кого-либо еще. Я нижайше прошу, Ваше Величество, проявить снисхождение главнокомандующим. Козел, гнида! Ваша точка зрения ясна. А что думаете вы о предложении графа? Лицемерная тварь. Мудрость графа превосходит его молодость. Я согласен с его мнением. И в свою очередь, прошу вас проявить великодушие к командующим. О, какая лицемерная тварь. Если вы двое так думаете, я не буду сурово их наказывать. Детали я оставлю на вас, статс-секретарь. Это все, что вы хотели обсудить? Да, Ваше Величество. Тогда я вас покину. И вернусь в мир цветов. У меня не хватает слов благодарности, чтобы описать щедрость Его Величества, но... Но трудно было ожидать, что это случится благодаря тому мальчишке. Что ему с того? О чем вы? Он просто хотел произвести впечатление на Его Величество. Кстати, граф Лоенграм приходил просить снисхождения для капитана Оберштайна. Оберштайна? Да. Он хочет перевести его в собственное адмиралтейство. Какая странная просьба. Полагаю, мы не можем отказать. Да. Ведь только благодаря ему мы можем продолжать пожинать плоды милости Его Величества. Если такова была его цель, он должно быть очень ловок. Неважно, скольким из нас троих это стоило бы места, но на такой итог никто не рассчитывал. Это так. Я могу получить любой из этих постов, когда захочу. Пусть попользуются ими немного перед тем, как отправиться в дом престарелых. В конце концов, эти должности для меня — просто ступеньки на пути к вершине. В чем дело, Кирхайс? Хочешь что-то сказать? Хочет. Давай. Ты сам знаешь, ты ведь принял это решение. Не сердись. Предполагаю, это касается моего решения сделать Оберштайна советником. Оберштайн — опасный человек. Я знаю. Но отрубленных голов и так уже слишком много. Он не такой человек, чтобы прозябать под началом какого-то зекта. Лучше, если он будет под твоим началом? Думаю, да. Я не жду от него ни дружбы, ни особой верности, А чего ждешь? а просто хочу использовать его, Ну, чтобы достичь своей цели. Именно по этой причине я воспользуюсь им. Как думаешь, возможно ли достичь власти над галактикой без таких, как Оберштайн? Выпьем? У меня есть хорошее вино. Нет. Мне еще предстоит поработать сегодня. Ясно. обиделся. Расстроился. Я уже думал, что он не отдаст ему честь, если честно. Мы просто используем Оберштайна ради достижения нашей цели. Нашей? Нашей. 5 годами. Райнхард, надо поторопиться. Мы не успеваем до комендантского часа. Я уже так давно не видел сестры, что совсем забыл о времени. У нее все хорошо, как всегда. Кому может быть хорошо в таком месте? 5 лет. 5. Кирхайс, срежем здесь. Ну-ка. Райнхард, Не хочешь? Эй, не дергайся, будешь делать, что я скажу, и все будет хорошо. Так, все ясно. Пожалуйста, Хочешь денег? Или я могу поселить тебя у себя дома? у меня уже есть возлюбленный. И что с того? Разве он может сравниться со мной, дворянином? Да. Даже если кто-то услышит, не отважится переступить мне дорогу. Будь умницей и перестань сопротивляться, а то... Беги, 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 ты, дура. Райнхард, это было слишком рискованно. Такие люди. Такие люди. Кем они считают остальных? Считают, что имеют полное право распоряжаться чужими судьбами. Грабить и унижать других, утверждая при этом, что таковы их привилегии. Они полностью прогнили, как и сама Империя.
Райнхард. Это фон Голденбаум, скорее всего. Не думаю, что смогу простить Рудольфа за все то, что он сделал, став императором. Рудольф. Он давал дворянские титулы тем, кто льстил ему. И результатом всего стала эта позорная ситуация. Скажи, Кирхес, разве ты не думал об этом? История человечества могла бы обойтись и без династии Голденбаума. Еще как. Она существует всего лишь 500 лет, с тех пор, как Рудольф основал ее. 500 лет. До этого момента ни империи, ни династии Голденбаума не существовало, а он был всего лишь обычным гражданином Федерации. Вначале Рудольф был просто обычным честолюбивым выскочкой, который смог оседлать течение времени и переродиться в священного и неприкосновенного императора. Райнхард. Кирхес, Да? как думаешь, если получилось у Рудольфа, то почему бы не получится и у меня? Все в порядке. Тут никого нет. Райнхард. Говорить таким образом? Не волнуйся, об этом знаешь только ты. Так что ты думаешь, это реально? Возможно, у тебя и получится это сделать. Пойдем со мной, Кирхейс. Вместе мы получим всю галактику. Очень амбициозный он человек. Очень амбициозный. Тогда, Райнхард, покори галактику. И тогда... Оберштайн его прочел. Оберштайн очень тонкий человек. Очень грамотно разбирается в людях. Эти двое так не разбираются. Так не могут считывать. Звезды совсем такие же, как в ту ночь. Ваше превосходительство, вы ведь не жалеете о недавнем решении? Вовсе нет. Теперь мне предстоит сражаться не только на поле боя. Политическая борьба, придворные интриги. Чтобы избежать лишних сложностей, возможно, потребуются и обманы, и убийства. Вам ясно, Оберштайн? Такова причина, по которой я вас выкупил. Вместо поста в Высшем Совете я буду использовать вас. Глазки. Тын-тын-тын-тын-тын. Раз вы все понимаете, мне нечего сказать. Отлично. Все, короче, он у него шпион и для своих. Я опасаюсь, Ваше Величество. Что такое? Эти слова могут навлечь на меня ваше неудовольствие, но... Они касаются графа Луинграмма? Полагаю, вы считаете, что я дал слишком много власти младшему брату Анне Розе? Ну, Ваше Величество, значит, вы согласны со мной? Без умения оценивать возможности, верховную власть не удержать. Думаете, я не в курсе его плана захватить трон, используя меня? Значит, до вас уже дошли слухи. Но разве это плохо? Что? Для существования человеческой расы наличие или отсутствие династии Голденбаумов не важно. Не существует бессмертных людей, как не существует и нерушимых государств. Возможно, и для Галактической Империи уже пришло время уйти в небытие. нифига себе. А это намного круче, старик, чем... И если уж суждено погибнуть, пусть исчезнет так величественно, как только возможно. Со времен первого императора Рудольфа было 36 императоров. Людей, которые видят приближение событий, которые перечеркнут всю историю этих 500 лет, пока еще немного. Ну, серия называется «Холодные, ясные, элегантные глаза». Холодные, Оберштайн, ясные, элегантные глаза. Ну, что мне сказать по поводу этой серии? Нам по-быстренькому дали информацию, чтобы разобраться в лоре данной вселенной. Как я понял, Рудольф фон Голденбаум — это основатель имперской династии, которая, понятно, основатель имперской династии и создатель всей империи.
Парень был полнейшим нацистом и гнидой, 100% за чистоту крови и за чистоту расы. И нам также продемонстрировали, там было пару кадров самого Хайнессена, я имею в виду человека, а не планету, самого Хайнессена, который собрал всех и бежали. Бежали и основали Союз Свободных Планет. И спустя какое-то время, вот они сбежали в 1064 году по имперскому календарю, и потом в 331 году впервые... Империя и Союз Свободных Планет начали войну друг с другом. Столкновение произошло, война идет 150 лет. И нам тут по-быстренькому показали Оберштайна. Его такие, скажем, не сказать, что таланты, но уже понятно, что это за человек. Холодные, ясные, элегантные глаза. Это не просто так сказано. Вообще, это очень уникальный персонаж, и создан он, и придуман он очень грамотно. Вы понимаете, в чем дело? Его глаза... Во-первых, он калека. От него бы избавились бы 100% бы, если бы он жил во времена первого императора Рудольфа фон Голденбаума. Он ненавидит все то, что представляет из себя империя. Скорее всего, родня попала под очень жесткие эти санкции. И он попадал, мне кажется, с детства под очень жесткие санкции. Может быть, сейчас не такие радикальные там настроения, как были раньше, 500 лет назад, да, при создании империи. Но теперь, видимо, скажем так... Одну секунду. Но теперь, видимо, но, как по-видимому, остались предрассудки. Предрассудки очень сильные. А теперь по поводу символизма того, вот метафоры того, что из себя представляет Оберштайн. Оберштайн очень холодная и ясная личность, которая прекрасно понимает все уровни подковерных интриг, политических игр и войны в самом внутри государства. Чтобы продолжать развиваться, Лоинграмму нужен такой человек. Никто из его советников, он вояка. Ну как вояка, он военный. И он выбрал себе в команду военных благородных ребят. Ему нужна одна сволочь. Гнида и тварь, которая вот прям читает людей. Между прочим, Оберштайн очень сильно рисковал, придя к Лоинграмму и сказав все, что он ему сказал. Это был очень большой риск. Между прочим, для Лоинграмма это тоже был очень большой риск. Это вполне логично, то, что он быстро его, ну-ка быстро арестовать, а вдруг это засланный, который хочет его поймать на слове и запись делается. Вот, а вдруг? А? Вот Бог его знает. А Оберштайн тоже рисковал, его сейчас бы расстреляли бы. Но потом, как он продемонстрировал, я безоружен, вы можете в меня выстрелить. Но вы не станете, вы такой человек, и поэтому ему нужен такой, как и я. Потому ему нужен человек, который ему сможет выстрелить в спину. Вот по-тварски. Вот сможет. Потому что поделать? Против этих крыс, этих гнид, этих тварей надо воевать. А как с ними воевать, если нету такого человека, который может... Вы понимаете, что он пришел к Лоинграмму и сказал ему все то, что ему сказал, по одной простой причине. Он увидел в Лоинграмме все то же самое. Вы понимаете, какая тонкость должна быть и какое понимание человеческого поведения и какая степень анализа человеческого поведения, даже если ты с человеком лично не знаком, чтобы понять, что он испытывает и чувствует. Вы понимаете? Это значит, что он умеет собирать информацию, анализировать эту информацию и грамотно ею пользоваться. У него был расчет. И он этот расчет, его расчет оправдался. Он спас себе жизнь. И при этом дал плюсы Лоинграмму. Зигу это... ясное дело, что это ему не нравится, потому что по факту... Потому что вот за солнцем всегда тень. Скажем так, Зигфрид это будет его светлая сторона, а Оберштайн будет его темной стороной. Ох, я чувствую, они друг друга будут не любить. Ох, я чувствую, они друг друга возненавидят люто. Что ж, по поводу 36-го императора Фридриха IV. На редкость уникальная проницательная личность. Знаете,
Он 36-й император, а императоры, те, кто занимают власть с поколениями, имеют такое свойство тоже читать людей. Серия не просто так называется «Холодные, ясные, элегантные глаза». Это касается не только Оберштейна, скорее всего, это касалось, как по мне, это касается еще и императора. Очень уникальная личность, понимающая, что у него происходит в империи. Очень проницательная. Мысль в нем прошла, что пришло время, может быть, уйти империи. Ни одна империя не вечна. Все смертны. Он это очень ярко и очень ясно понимает. Поэтому, скорее всего, вот само это понимание и дает ему какое-то спокойствие. Мне почему-то кажется, что он симпатизирует Лоенграмму и ничего с ним не делает по одной простой причине. Он себе достойную замену хочет подготовить. Он старый, он не может много чего делать из-за возраста, из-за истории своей семьи. А свежая кровь, которая создаст новую династию, сможет. Ну что ж, это была 7-я, 8-я серия «Легенды и Герои Галактики». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 9-10 серии. Удачи!